Привет, друзья! Меня зовут Сергей Сушинский, моя супруга Алина Тетерева. Мы сейчас находимся в Новой Зеландии, в городе Данидин. И я хочу рассказать, как мы переехали вкратце. В общем, Алина уже в другом видео рассказывала, как она поступила на PhD в Новую Зеландию, в университет Оттага. Ну и я в целом расскажу, как мы здесь оказались. На самолете прилетели. Да. Мы прилетели действительно на самолете, летели через Южную Корею. Алина прозорливо решила не ехать через Китай, хотя Китай тогда еще не был закрыт. Но, к счастью, мы полетели через Южную Корею, хотя это было... Это было до всякой пандемии в Южной Корее. Это было до пандемии в Южной Корее, и это было дороже. Билеты через Южную Корею стоили примерно на 15 тысяч рублей дороже за каждый билет. Но мы полетели, и мы успели через 3 или 5 дней примерно после того, как мы уже прилетели в Новую Зеландию, трансфер через Южную Корею также закрылся. Мы прилетели вместе в Новую Зеландию. Алина подавала на учебную визу со стипендией. PhD, обучение в университете Оттага. На обучение в университете Оттага, на PhD, то есть в аспирантуре, если по-русски говорить. Я почти сразу же после нее, через неделю или через две, через 2 недели, через 2 недели подавал заявку на визу партнерскую, то есть Partner of Student это называется, с возможностью работать. И я получил открытую рабочую визу, имею полное право искать работу, договариваться и работать почти на равных. Не на равных, но почти на равных с другими соискателями в Новой Зеландии. Я имею психологическое образование, хотя психологом не работаю. Я работаю ученым. У меня диплом бакалавра по психологии Тульского государственного университета, диплом магистра по психологии Московского университета имени Ломоносова. Потом я работала в Институте высшей нервной деятельности Российской академии наук. И, соответственно, получение степени PhD это было как бы логичным продолжением моей научной карьеры. И, соответственно, моя специализация это нейросайенс, это нейронауки, по сути, на стыке психофизиологии и нейробиологии. Я даже участвовал в некоторых экспериментах в России. Ты был столько раз отсканирован на МРТ, столько раз прошел ЭЭГ и магнитную энцефалографию, что ты, наверное, самый обследованный. Ты даже все психологические тестирования проходил. Да, проходил. Пока я училась. Но сам я не являюсь ученым. Единственное пересечение – это то, что когда Алина поехала работать в Финляндию, в университет Хельсинки, и работала там целый год, я также подавался на визу, но в тот момент на туристическую, и не мог там долго находиться. Я приезжал на выходные 2-3 раза в месяц, и Алина мне предложила тогда пойти учиться в университет ИТМО на специальность научная коммуникация. В России в тот момент, а возможно и сейчас, единственная специальность только в университете ИТМО. Есть другие подобные научная журналистика, но конкретно научная коммуникация была только в университете ИТМО, и это была хорошая возможность для меня погрузиться в, скажем так, в околонаучную сферу и при этом быть ближе, в 2 раза ближе по расстоянию к Алине. То есть гораздо дешевле и быстрее из Питера приезжать в Хельсинки, чем из Москвы. То есть моих вечерних разговоров научных тебе недостаточно? Да, естественно, мы с Алиной уже 7 лет вместе, 6 лет в браке или 7 лет в браке? 6 лет в браке, 7 лет вместе. 7 лет вместе. И, конечно, мы очень много общались на эту тему. У нас в России осталось много книг, научно-популярных, научных, огромная библиотека. Мне кажется, что если прочитать нашу библиотеку, можно получить степень по психологии, политологии, социологии, нейробиологии. В принципе, Потому что там очень хорошая подборка. И мы надеемся, что в будущем, если мы решим, если все сложится, если все будет хорошо, если мы решим продолжать, то когда-нибудь тоже и книги перевезем. Потому что, да, в будущем, у нас пока нет детей, но в будущем мы надеемся, что наши дети будут хорошо говорить как на
русском, так и на английском языке. А точнее, как на английском, так и на русском. Если мы будем растить детей в англоязычной стране, если эта страна будет Новая Зеландия, то мы очень хотим, чтобы дети были полными билингвами, хорошо знали оба языка. И вот эти книги, а также, прежде всего, конечно, наше общение, это вот такие две, наверное, составляющие. Я учился 1 год на научной коммуникации в университете ИТМО, но я решил не продолжать обучение. Я сдал 1 сессию зимнюю и летнюю уже не стал сдавать. Я решил вернуться в Москву, потому что у Алины заканчивался контракт, и я решил, что мы будем вместе жить уже, продолжать жить в Москве. Да, ну ты тогда целое лето провел в Финляндии, и она тебе очень понравилась. Я приехал на целое лето в Финляндию, в Хельсинки. Я был просто amazing. Amazed. Amazed. Я был просто вне себя от счастья. И у Финляндии, надо сказать, это первая страна, которую я посетил после России. В России я родился. Вот. И по сути, Финляндия это первый мой заграничный опыт. И, конечно, я был удивлен, насколько там все по-другому. Там просто другой воздух чистый. Там везде чисто. Там очень спокойно. Там прекрасная природа и прекрасное удобное благоустройство. То, как строят дома, обустраивают дома, это принципиально отличается от того, как это устроено в России. Россия примерно одинаковая. Она, скажем так, Россия, конечно, разная, но в плане благоустройства, то есть в плане того, что делают люди, это очень сильно похоже между регионами. Учитывая, что я был в разных регионах в России, я действительно могу сравнить и знаю, о чем говорю. Но Финляндия – это совершенно другой опыт. То есть это широкие окна, это другая архитектура, очень удобная, это велосипедные комнаты на 1-м этаже, это сауна в каждом доме. Сауна особенно. Сауна, да. Ты это туда очень важно. ходил 3 дня в неделю. Я ходил 3 дня в неделю в сауну в Финляндии. Вот. Это чистая питьевая вода из-под крана, что большая редкость в России, даже в Москве. И я был очень счастлив, я снял об этом несколько видео. Посмотрите мое видео «40 открытий в Финляндии» или «40 Discoveries in Finland». Посмотрите, то есть это краткое видео о том, что мне понравилось в Финляндии, как мне там было здорово. Вот. Но прошло время, мы жили потом в Москве. Алина работала в Российской академии наук и Высшей школе экономики. Мы вернулись в ноябре 18-го в Москву, и я начала активно рассылать заявки на зарубежный PhD. Потому что в Финляндии получить PhD у меня не получилось, поскольку не было проекта с моей тематикой, с ФМРТ, поскольку я ученый, у меня есть определенная специализация, и конкретно проекта с моей специализацией не было. В общем, было сложно идти в другие проекты, поэтому я стала искать что-нибудь в других странах. И где-то в марте, в апреле я написала много писем в Новую Зеландию, и один супервайзер откликнулся, с которым мы потом писали research proposal и подавались на, соответственно, заявку на поступление и заявку на стипендию. Подробнее об этом посмотрите в нашем видео, где Алина рассказывает, как она поступила на PhD, как поступить на PhD в Новую Зеландию. У меня 2 высших образования, которые я получил в России. Это инженер и экономист-менеджер, но эти образования выбирал не я, и я не работал по специальностям. Я с детства всегда хотел быть актером, режиссером, снимать кино. И я постепенно сейчас возвращаюсь к своей мечте. То есть у меня есть свой блог об экономике, о либертарианстве на YouTube, который легко найти по моей фамилии, в том числе и на русском, на английском языке. И я зарабатывал фрилансом, снимая видео, свадьбы, реклама и разные интервью. Вот, то есть как-то на этом тоже мог зарабатывать. Вот сейчас я веду свой блог на YouTube. У меня уже несколько блогов на разные тематики в YouTube. Но в будущем я хочу снимать большое кино. И когда мы были в Финляндии, это 2 года или сколько, 2,5 года назад, когда мы плыли на корабле Silja Line с нашим подругой из России Любовь Ивановой, лингвист, который работала в университете Хельсинки, и она нам показала фильм новозеландского режиссера Тайки Вайтити. По-английски это как называется? What We Do in the Shadow. What We Do in the Shadow. По-русски, «Реальные упыри», по-моему, по-русски это перевели как «Реальные упыри». Это очень необычный фильм.
это художественный фильм, но снят в стиле псевдодокументалистики. Вот. И мне тогда это понравилось, но когда Алина получила приглашение в Новую Зеландию, мы вспомнили про этот фильм и про то, что хорошо бы глубже пересмотреть этот фильм, посмотреть, какие есть еще фильмы у Тайки Вайтити. Мы посмотрели несколько самых известных фильмов. Это «The Boy», «Мальчик», это «Дикие люди» или «Wilder People», по-моему, называется. Да, по-моему, так. Вот. И, конечно, «Джоджо Рэббит». Недавний фильм, который, я не помню за что, но Оскар точно получил, и это было здорово. Мы вместе с Kiwi Education радовались тому, что новозеландский режиссер получил высочайшую в мире награду. Новозеландский фильм смотрю, и тоже я наращиваю свои скиллы в этом отношении. То есть я постараюсь с каждым разом делать лучше видео. Если у вас есть какие-то идеи, проекты по созданию художественного кино или документального кино, какие-то документальные проекты, то это мне будет очень интересно. Здесь я планирую тоже работать, учитывая, что у меня нет какого-то сильного бэкграунда, и я не имею бэкграунда в тех сферах, которые наиболее востребованы в Новой Зеландии. Я буду искать для того, чтобы зарабатывать деньги, любую работу в магазине, где угодно еще. Но параллельно я буду снимать видео и пытаться наращивать свой бэкграунд именно в киноиндустрии, в кинопроизводстве. И моя такая основная, наверное, цель – это снимать художественное, но при этом научно обоснованное кино. То есть фильмы, наверное, которые сложно сейчас привести в пример. Я их не видел, может быть, потому что я о них не знаю. Но мы все знаем, например, с хорошим научным бэкграундом естественно-научные художественные фильмы типа «Интерстеллар» или «Марсианин». Но вряд ли я назову фильмы в экономике или в социальных науках, которые бы столь же хорошо основывались на научных исследованиях. И моя такая задача, мое такое желание – это сделать вот эти фильмы художественные так, чтобы они были хорошо основаны на научном бэкграунде. Пока я делаю только блоги, то есть выпуски в блогах, такие документальные небольшие проекты, где я рассказываю о каких-то темах. И одно из моих видео посвящено неблагоприятному детскому опыту, где я ссылаюсь на одно крупное исследование. И в этой теме вообще уже десятки тысяч исследований существует. И я думаю, что эта тема для меня была бы одной из самых главных, на тему которой я бы хотел снять в будущем художественное кино. Если у вас есть идеи по поводу кинематографа, по поводу научной коммуникации, по поводу видеопродакшн, то пишите мне, задавайте свои вопросы, пишите и в комментариях под этим видео, и в личку. Я думаю, что это будет интересно, и что-нибудь вместе обязательно сделаем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, ваши вопросы под этим видео обязательно. Вот. Расскажите об этом видео своим друзьям. И до скорых встреч. Пока. С учетом того, что это интересные книги, это книги Аси Казанцевой, книги... Лишнее. Это моя история. Это моя история. Ты уже рассказывал, как поступать на PhD. Хорошо, рассказывай про книги Аси Казанцевой. Не буду больше, все. Ты мне уже настроение испортил, все, больше не буду. Ты меня сбила, все. Так вот,